Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить домашний торт а-ля Сникерс. Торт состоит из нежных шоколадных коржей, крема на основе вареного сгущенного молока, хрустящего безе, арахиса и шоколадной глазури. Торт очень вкусный, высокий и красивый в разрезе. Отлично подойдет как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 8 см и весом килограмм 400 граммов. Давайте приготовим. Начнем приготовление с шоколадного бисквита. Объединим вместе сухие ингредиенты. К 90 граммам или 4,5 столовым ложкам без верха пшеничной муки добавляем 30 граммов или 3 столовые ложки без верха какао и 5 граммов или 1 чайную ложку разрыхлителя для теста. Перемешиваем до однородного состояния. Также для бисквита нам понадобится 120 граммов или 6 столовых ложек без верха сахара. Сахар делим пополам. 60 граммов будем добавлять белкам, другие 60 граммов желткам. 4 яйца делим на желтки и белки. Шоколадный бисквит мы будем готовить из 4 желтков и 2 белков. 2 яичных белка убираем в сторону, из них позже приготовим безе. На этом все приготовления закончились, начинаем готовить шоколадный бисквит. В чистую сухую чашу выливаем 2 яичных белка, к ним добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда белки забьются в легкую пену, в 3 этапа добавляем к ним 60 граммов или 3 столовые ложки без верха сахара. Добавляем часть сахара, взбиваем примерно 30 секунд и добавляем следующую часть сахара. Когда сахар растворится, постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума и на максимальных оборотах миксера взбиваем белки до устойчивых пиков. К 4 яичным желткам добавляем 60 граммов или 3 столовые ложки без верха сахара и сразу начинаем взбивать, чтобы желтки не схватились желтыми крупинками. Взбиваем на максимальных оборотах миксера, желтки посветлеют и увеличатся в объеме примерно в 2,5-3 раза. К взбитым белкам добавляем 1 столовую ложку теплой воды и хорошо взобьем миксером до однородного состояния. Переливаем желтковую массу к взбитым белкам. На средних оборотах миксера соединяем обе массы до однородности. Долго перемешивать не надо, как только масса станет однородной, достаточно. Масса должна оставаться воздушной. Вот такая получается яичная масса, она ленточкой стекает с венчика и сразу не растекается. Рассеивая в 2 этапа, добавляем к яичной массе сухую смесь из муки, какао и разрыхлителя. Перемешиваем лопаткой круговыми движениями снизу вверх недолго до однородного состояния. Добавляем вторую часть сухой смеси и также аккуратно перемешиваем. Долго перемешивать не надо, как только масса станет однородной, достаточно. Тесто должно оставаться воздушным. Я выпекаю бисквит в разъемной форме диаметром 18 см. Дно формы я закрываю пергаментной бумагой, бок формы тефлоновой лентой. Бок формы при выпекании ничем смазывать не надо. Перекладываем тесто в форму и равномерно разравниваем. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. У меня бисквит выпекался 35 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если палочка выходит сухой, значит бисквит готов. Освобождаем бисквит от формы и тефлоновой ленты. Переворачиваем бисквит верхней стороной вниз и оставляем на решетке остывать до комнатной температуры. Остывший бисквит заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник отлежаться на 2-3 часа. Если есть время, то можно дать полежать бисквиту в холодильнике сутки. Приготовим безе. Соединим вместе 130 граммов или 6,5 столовых ложек без верха сахара и 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара. В чистую сухую чашу выливаем 2 яичных белка. Вес моих белков 70 граммов. К белкам добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда белки забьются в легкую пену, постепенно добавляем к ним сахар и ванильный сахар.
Добавляем часть сахара, взбиваем на средней скорости миксера примерно 30 секунд и добавляем следующую часть сахара. Сахар для безе лучше использовать мелкокристаллический. Если такого нет, то можно использовать сахарную пудру. Сахар и ванильный сахар по отношению к белкам я беру в расчете 2 к 1. На 70 граммов яичных белков 140 граммов смеси из сахара и ванильного сахара. Когда весь сахар ввели, добавляем белкам щепотку лимонной кислоты. Постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума и на максимальных оборотах миксера взбиваем белки до устойчивых пиков. Белковая масса станет плотной и глянцевой. Перекладываем белковую массу на противень, засланный пергаментной бумагой. Формируем корж диаметром 17 см. Удобно это сделать при помощи разъемного кольца. Кольцо убираем. Края сглаживаем и верх аккуратно разравниваем. Белковую массу, которая осталась на разъемном кольце, я перекладываю на пергамент отдельно в виде печенья. Убираем безе в духовку сушиться. У меня газовая духовка, я сушу при температуре 100 градусов с приоткрытой дверцей 3 часа, так как корж достаточно высокий. Если у вас электрическая духовка и есть режим конвекции, то с режимом конвекции сушить безе надо при температуре 80 градусов. Время сушки проверяйте и смотрите по своей духовке. Проверить можно уже через 2,5 часа. Безе должно быть сухим и сверху, и снизу. Готовое безе я оставляю остывать в выключенной духовке слегка приоткрытой дверцей. Маленькие безе нам не понадобятся, их можно просто съесть. Когда безе полностью остынет, подготовим пропитку для бисквитных коржей. К 100 граммам или миллилитрам чистой или кипяченой воды добавляем 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара и перемешиваем до однородного состояния. Пропитка готова. Шоколадный бисквит разрезаем пополам. Я делаю ножом небольшой надрез по краю бисквита. В надрез вставляю нить и нитью разрезаю бисквит. Пропитываем оба коржа равномерно всей пропиткой. Приготовим крем. На максимальных оборотах миксера взобьем 150 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры. Масло должно стать светлым и воздушным. Далее в масло будем добавлять 300 граммов вареного сгущенного молока. Масло и вареное сгущенное молоко должны быть одной комнатной температуры. Добавляем по 1 столовой ложке сгущенного молока и хорошо взбиваем миксером до однородного состояния. Так постепенно вводим все сгущенное молоко в масло. Обязательно берите качественное сгущенное молоко, в состав которого входит только цельное молоко и сахар. Вот такой крем получается. Сразу откладываем 2 полные столовые ложки крема, этим кремом в конце выровняем бок торта. А пока этот крем убираем в холодильник. 100 граммов обжаренного арахиса надо измельчить. Я измельчаю арахис средний. По желанию арахис можно заменить другими орехами по вашему вкусу. Формируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку. Устанавливаем разъемное кольцо и ацетатную пленку. Оставьте 1 столовую ложку крема, этим кремом в конце смажем верхний корж. Оставшийся крем делим на 2 части и покрываем корж 1/2 частью крема. Крем равномерно разравниваем. Крем посыпаем половиной измельченного арахиса. Я посыпала арахис сверху, но лучше сначала объединить арахис с кремом и выкладывать их на корж одной массой. На арахис выкладываем безе. Безе покрываем второй половиной крема. Крем равномерно разравниваем и посыпаем второй половиной измельченного арахиса. На арахис выкладываем второй бисквит. Бисквит слегка придавливаем. Бисквит промазываем 1 столовой ложкой крема. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться примерно на 3-4 часа. Можно убрать в холодильник на ночь.
После стабилизации торт покроем шоколадной глазурью. Для этого нагреем в микроволновой печи или на плите 50 граммов или миллилитров молока и 50 граммов сливочного масла. Для удобства я его нарезала небольшими кусочками. В горячее молоко с маслом высыпаем 100 граммов измельченного черного шоколада с содержанием какао 50%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт молоком. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял. И хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Глазурь готова. Заливаем торт равномерно глазурью. Убираем торт в холодильник минут на 15-20. Даем глазури застыть. Когда глазурь застынет, освобождаем торт от кольца и ацетатной пленки. Ранее отложенным кремом покрываем бок торта. Измельчаем 100 граммов обжаренного арахиса. Я измельчаю арахис средний. Обсыпаем бок торта измельченным арахисом. Также измельченным арахисом я посыпаю торт сверху по краю. Торт готов, его можно подавать к столу. Советуем его приготовить. Торт очень вкусный, любителям шоколадки и сникерс торт непременно понравится. Если вам понравился рецепт, то поделитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.